Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный торт с чизкейком. Торт будет необычным. Я взяла популярное сочетание мака с лимоном и добавила к нему шоколад, который отлично сбалансировал яркий вкус лимона. Торт будет состоять из нежного лимонного бисквита, нежного чизкейка с хрустящим маком, яркой лимонной начинки и вкуснейшего шоколадного крема. Давайте скорее готовить. Приготовление торта мы начнем с лимонного бисквита. Очень подробный рецепт этого вкусного нежного бисквита есть на моем канале. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. И после того, как приготовили бисквит, приступим к приготовлению чизкейка. Все продукты для чизкейка должны быть комнатной температуры. Творожный сливочный сыр нужно растереть вместе с сахаром. Я сначала разминаю сыр вилкой, а потом перемешиваю миксером на минимальной скорости. Нам нужно именно перемешать сыр, а не взбивать его, просто чтобы он стал однородной текстуры. Можно также перемешать и ручным венчиком. Затем к сыру добавляем яйцо комнатной температуры и также перемешиваем, чтобы яйцо хорошо вмешалось. Если перемешиваете миксером, то также на минимальной скорости. И затем добавляем к массе сливки комнатной температуры и перемешиваем массу, и здесь уже легко справится лопатка. И вот такая гладкая получилась масса. И теперь в самом конце добавляем к ней мак и перемешиваем до объединения, чтобы мак равномерно распределился в сырной массе. Все, масса готова к выпеканию. Чизкейк я выпекаю в кольце, которое устанавливаю на дно от разъемной формы. А дно у самого кольца делаю из кусочка тефлонового листа, который плотно зажимаю фольгой. При выпекании на самый нижний уровень в духовке я ставлю противень, в который наливаю горячую воду. И таким образом создается паровая баня, которая убережет поверхность чизкейка от возможного появления трещин. И в процессе я несколько раз приоткрываю дверцу духовки, чтобы выпустить лишнюю влагу. Выпекается чизкейк на температуре 110 градусов примерно 1 час. Готовый чизкейк в духовке должен слегка подрагивать. Окончательную плотность он приобретет после стабилизации в холодильнике. Даем чизкейку полностью остыть при комнатной температуре и только потом убираем его на стабилизацию в холодильник примерно на 3-4 часа. А в это время займемся приготовлением лимонной начинки. И в самом начале замочим желатин в очень холодной воде, тщательно перемешаем, чтобы желатин не комковался, и отставим его для набухания. Далее в сотейник нужно поместить желтки и сахар и сразу же очень хорошо растереть их венчиком. Далее добавляем лимонный сок и цедру и еще раз тщательно перемешиваем. Как получить сок и цедру лимона, я показываю в видео нашего лимонного бисквита. Сотейник отправляем на плиту и постепенно на умеренном огне при постоянном перемешивании варим крем до загустения. Лопаткой хорошо проходимся по дну и стенкам сотейника. Здесь у нас только желтки, поэтому масса сильно не загустеет, но важно ее не передерживать, чтобы желтки не сварились. Когда масса загустела, снимаем ее с плиты и сразу же процеживаем через сито, чтобы избавиться от цедры. Затем добавляем к массе сливочное масло и хорошо перемешиваем, чтобы масло полностью разошлось в креме. Желатин к этому времени вот так набух, и его нужно осторожно нагреть вот до такого жидкого состояния и добавить в массу. Я нагреваю желатин одним импульсом в микроволновке за 10 секунд. Размешиваем хорошо наш крем и подготавливаем форму для заливки. Дно кольца плотно затягиваем пищевой пленкой и устанавливаем на плотную поверхность. Выливаем начинку в форму и убираем в холодильник примерно на 3 часа. И перед самой сборкой торта можно начинку немного подморозить. И нам осталось приготовить шоколадный сырно-сливочный крем, который просто замечательно подошел к нашему торту. Итак, в чаше соединяем холодный творожный сыр, холодные сливки, сахарную пудру и взбиваем миксером до загустения, пышности и однородного состояния. В креме не должно оставаться комочков сыра. Вот таким получился крем, он стал заметно объемнее, пышнее,
полностью однородный, гладкий и хорошо держит свою форму. И затем нам нужно добавить растопленный темный шоколад. Я никогда не измеряю температуру шоколада перед введением, но мне иногда пишут, что шоколад начинает в креме идти крупинками. Это значит, что либо вы вводите слишком остывший шоколад, и при контакте с холодным кремом он не успевает распределиться и застывает, либо вы медленно его вмешиваете. У меня никогда такого не случается. Если же у вас все-таки шоколад схватывается, то попробуйте сделать немного по-другому. Добавьте шоколад не сразу в весь объем крема, а отложите небольшую его часть, быстро соедините с шоколадом, а затем уже эту часть добавляйте к общей части крема и перемешивайте. Крем должен получиться вот таким однородным. После добавления к нему шоколада долго крем не взбивайте. Как только шоколад равномерно распределился в креме, он готов. Перекладываем крем в кондитерский мешок и можно собирать наш торт. Перед сборкой торта достаем наши начинки, которые стабилизировались. Лимонную начинку я достаю из кольца и до момента использования убираю в морозилку, чтобы она подморозилась и было удобнее класть ее в торт. Чизкейк также достаю, и если сверху образовался конденсат, то аккуратно промокаю бумажной салфеткой, чтобы конденсат впитался и поверхность чизкейка была сухой. И бисквит нам нужно разделить на 3 коржа. И теперь собираем наш торт. Насчет пропитки я не могла определиться, какая же лучше сюда подойдет, лимонная или шоколадная. И решила, что у лимонной начинки здесь очень яркий вкус, и бисквит тоже лимонный, поэтому сделала шоколадную пропитку. Но в итоге шоколадный крем настолько хорошо сбалансировал яркость лимонной начинки, что после дегустации я поняла, что лимонный сироп тоже отлично сюда подошел бы. Поэтому выберите ту пропитку, которую хотите, и рецепты обеих пропиток будут под видео. Итак, на пропитанный бисквит наносим небольшой слой крема, равномерно распределяем его и сверху кладем чизкейк. Чизкейк будет по диаметру немного меньше, чем бисквит, поэтому чизкейк вокруг нужно будет закрыть кремом. Во время сборки торта я допустила ошибку. Я неровно положила чизкейк, и так как при съемке я вижу торт только с одного ракурса, я вовремя этого не увидела. И в дальнейшем, к сожалению, вся сборка торта пошла неаккуратно. Друзья, я надеюсь, что вы будете внимательнее меня и у вас такого не произойдет. Итак, чизкейк сверху покрываем небольшим слоем крема, сверху кладем второй бисквит и пропитываем его. На пропитанный бисквит наносим слой крема и сверху кладем лимонную начинку. И на начинку также аккуратно наносим слой крема, распределяем его и накрываем последним бисквитом. Последний бисквит также пропитываем. Кстати, пропитки здесь много не нужно, она здесь для усиления вкусов, потому что бисквит сам по себе не сухой. Остатки крема я нанесла на бока торта, максимально подровняла с помощью шпателя, и собранный торт я обернула ацетатной лентой и плотно зажала кольцом. Он ночь стоял в холодильнике, выровнялся, хорошо стабилизировался и в результате отлично получился, но понервничать он меня заставил. И вообще такой торт рекомендую стабилизировать в холодильнике не менее 5 часов. Выравнивала я торт очень удобным шоколадным кремом, подробный рецепт этого крема есть у меня на канале. И сверху торт я завелюрила. И вот таким вот красивым, эффектным, аппетитным получается торт в разрезе. И, кстати, такие торты удобно резать именно вот такими вот кусочками. В целом торт получается нежным, и такое чувство, что он становится единым целым, и даже сложно ощутить ту грань, где бисквит переходит в крем, крем в чизкейк и так далее. И торт очень вкусный. Друзья, и у меня на этом все. Я, как всегда, вас всех благодарю за внимание и до новых встреч!